Первый четверг нового сезона в eFootball, не считая релизного дня, и это полный отстой. Правда, казалось бы, стартовала новая часть, но в игре все еще ничего толкового не происходит. Ни по донатным наборам, ни по каким-нибудь тренерам, компаниям и так далее, так далее, так далее. Но при этом Konami все еще умудряются стричь бабло с игроков, и на понедельник они заготовили просто какой-то бомбезнейший пак. Поэтому о нем и не только давайте поговорим в сегодняшнем видео. До конца летних скидок на монеты в eFootball осталось всего ничего, а ты только и делаешь, что грустно смотришь на новые паки 27-й части. Люди, которые не шарят, назвали бы это синдромом отложенной жизни, но я-то знаю, в чем проблема. Тебе просто надо напомнить, что на PlayRock ты можешь приобрести монеты для eFootball по самым выгодным ценам. А еще у них на сайте тебя ожидают тысячи товаров из разных категорий. Ключи, донаты, игровая валюта, подписки, телеграммовские звезды и еще много-много всего. А с новой функцией автовыдачи ты получишь свой товар быстрее, чем я успею закончить это предложение. Не откладывай удовольствие от любимых игр на потом. Переходи по ссылке в описании, пользуйся моим промокодом для пополнения Steam без комиссии и помни, если выгоднее, значит PlayRock. Буквально в предыдущем ролике мы с вами упоминали появление Икера Касильяса в базе данных, точно так же, как и двух нигерийских футболистов Бангиды и Джей Джей Окоча. И все трое появились в eFootball с сегодняшним оперативным обновлением. В частности, Касильяс за Порту стал доступен в игре по минимальному донату. Правда, в отличие от Суареса и Тиаго Алькантры, он оценивается намного дороже. По-моему, в $2, где-то плюс-минус. И вместе с ним идут неплохие 3 хайлайтовские карточки. По цифрам-то Касильяса не обидели, конечно, но моделька у него прям знатно уступает всем остальным эпическим голкиперам. Поэтому его бы, наверное, стоило брать, если вы прям заядлый новичок, которые стартовали буквально-таки с 27-й частью, ни раньше, ни позже, и у вас нет, более-менее добротного варианта на воротах. Но опять же, Касильяс из-за своих габаритов уступает даже какому-нибудь ГПшному Куртуа, который просто вытаскивает за счет своей высокой модельки. Тогда как Джей Джей Окоча и Бабангида стали доступны в рамках нового эпического набора, который будет доступен целую неделю. Да, это вот тот самый набор, который мы ждали после игроков Челси. И вот что мы получили по итогу. На самом деле, не хочется показаться каким-то снобом и сказать, что этот пак вообще не имеет права появляться в игре, и мы ожидаем чего-то большего. Нет, на самом деле, достаточно фановый пак, но в то же время, как мне кажется, он, не то чтобы заслуживает того, чтобы быть единственным паком на всю оставшуюся неделю. Конечно, не считая того пака, который мы увидим в понедельник, но об этом чуть позже. Во всяком случае, если кто-то ожидал чего-то глобального сегодня по части эпиков или возможных шоу-таймов вместе с эпиками, то вам, к сожалению, провели по губам. Но что же по итогу представляют из себя Бабангида, Кану и Окоча? В принципе, пак, максимально фановый. Правда, для него не сделали никаких поблажек, это все так же набор на 150 футболистов, и цифры, которые проставили футболистам, вряд ли усилят прям какие-то донатные составы. Опять же, максимум ради фана. Бабангида ожидаемо получился крайне скоростным и в меру техничным фланговым нападающим. При этом, что удары, что пасы у него, достаточно слабенькие, скажем прямо. Кану, оттягивающийся форвард с двумя стилями, в том числе охотник на передовой линии, но из-за стиля и из-за проставленных цифр скорости ускорения, как будто бы тоже не самый опасный вариант впереди, хотя и получился более подыгрывающим, нежели его первая версия, у которой были прям совсем откровенно слабые пасы. И вот, наверное, Джей Джей Окоча — это чуть ли не единственный вариант в этом паке, ради которого стоило обратить на него внимание в целом, на весь этот набор, потому что он получился крайне и крайне техничным, с неплохими пасами и с заделом на более-менее бегающую модельку на позиции атакующего полузащитника, если вы будете его перепрокачивать. Опять же, был бы это хотя бы пак на 100 футболистов, можно было призадуматься, но лезть в набор на 150 за нигерийскими футболистами, я не знаю.
Первая команда недели в новом футбольном сезоне. В принципе, про нее точно так же, как и про остальные, многого не скажешь, за одним только исключением. Теперь все 11 игроков в паке получили свои бусты. И это как раз таки то, о чем я говорил уже давным-давно. Что мешало Konami добавить бусты для всех игроков намного раньше, остается загадкой. Но именно благодаря этим бустерам рейтинги теперь смотрятся не так откровенно слабо, потому что новая карточка Эдегара при активированном бусте 102-103. Мариано Диас, который в команде недели представлен с рейтингом 92, с учетом буста спокойно поднимается до 98. Конечно, не прям какие-то заоблачные цифры, но представьте, как бы он выглядел, если бы у него не было этого самого буста. Дезире Дуэ тоже там 101, 102, 103, по-моему, не дотягивает, но тем не менее. И все благодаря бусту, то есть, как мне кажется, буст стоило добавлять намного и намного раньше. Теперь осталось дождаться более интересных моделек в команде недели, но это, конечно же, дело времени. Ну и тот самый пак на понедельник, который взорвет умы многих, потому что это снова пак оборонительного плана. Один из таких был не так давно, буквально-таки месяц назад, с французами, где было 2 центрбэка и 1 опорник, тогда как мы наблюдаем теперь сборную Италии, тоже оборонительного образца. Мальдини, Неста и новенький Фабио Канаваро. Самый что ни на есть новенький, потому что у него обновленная моделька, с которой мы также ознакомливались буквально в предыдущем ролике. И стоит ли мне говорить, что, наверное, это один из самых метовейших паков по части обороны? Во-первых, Неста и Мальдини получают дальний отбор мяча, что уже прям must-have для игроков оборонительного плана, так и в целом модельки у них более чем добротные. К тому же продолжается тенденция прошлого сезона, когда центральным защитникам постепенно увеличивают цифры скорости и ускорения, из-за чего они смотрятся намного сильнее на фоне своих предшественников из 24-й, ну или на крайний случай из 25-й части. В то время как Канаваро в этом паке будет представлен с бустом Age, который увеличивает один конкретный показатель, и благодаря нему Фабио Канаваро получает прыжок где-то в районе 101 пункта. И вот знаете, когда я смотрю на эти цифры в отношении Канаваро, мне почему-то сразу представляется какой-то, вы знаете, космос, что Канаваро вот отталкивается от земли и просто летит, и он на землю не возвращается. И вот как будто бы и в целом в случае с моделькой, и в случае с этой конкретной карточкой вот нечто подобного стоит ожидать. Потому что помимо в целом цифр-то и Player ID, который заложен у Канаваро, ему также дали воздушный форт. 176 сантиметров роста и воздушный форт. Конечно, выглядит диковинно, но, по-моему, это самая ультимативная версия Фабио Канаваро. Разве что осталось дождаться дальнего отбора мяча для его карточки. Но, с другой стороны, как будто бы это сильно разницу не сделает, учитывая, что Канаваро и невысокий, и ноги у него не такие длинные, но все же. Единственный момент, который меня лично смущает, особенно на фоне вот последнего нововведения, связанного со схемами, с двойными стилями у карточек, из 3 представленных донатных игроков двойной стиль будет только у Паоло Мальдини, тогда как у Несты и Канаваро будет только один проставленный стиль. И я вот не знаю, насколько сильно это может аукнуться в будущем, потому что кто знает, может быть через полгода Konami перевыпустят все тех же самых игроков, только на этот раз добавят каждому из них по 2 дополнительному стилю, тогда как вот в этой команде, в этой подборке, которую мы увидим в понедельник, двойной стиль будет только у Паоло Мальдини. Поэтому отпишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. Хитрый ли это маркетинговый ход со стороны Konami, чтобы потом впихнуть через полгода те же самые карточки. Или же это не такой критичный момент, как может показаться. Ну а в целом, все, что я рассказывал ранее по отношению к этим игрокам, к этому паку, говорит о том, что это, ну, наверное, один из самых лучших паков в 27-й части. Уже забегая сильно-сильно наперед. Несмотря на то, что у нас еще только начало сезона. Потому что все 3 центрбэков крайне и крайне годные. Имеет смысл, наверное, пропустить этот пак, если у вас есть Неста или Мальдини последней вариации, ну прям самые последние. Во всех же остальных случаях, если у вас карточки из 25-й части, 24-й части или даже вовсе нет этих игроков, но вы тем не менее хотели бы усилить линию обороны донатными игроками, то это один из самых лучших вариантов. И тут даже надо подумать, лучше ли этот пак того, что был с французами, или же такой же, то есть одинаково хорош. То есть хуже он точно не будет. Вот тут вопрос заключается, либо он лучше, либо он настолько же хорош, одинаково хорош.
поэтому ваше мнение также буду ждать в комментариях под этим роликом.